Друзья, всем привет! Приветствую подписчиков, приветствую гостей канала, на котором я обозреваю и делаю отчет об эксплуатации автомобиля Havail H6 третьего поколения. Напомню, у меня комплектация топ, характерна полным приводом, наличием двухлитрового двигателя, панорамной крыши и максимальным наличием всех электронных помощников. Автомобиль в эксплуатации находится чуть более 6 месяцев. За это время мы проехали не так уж и много, 7500 километров. Внизу в описании вы можете посмотреть, есть порядка 30 роликов, в которых я рассказываю об автомобиле, о разных его аспектах. Возникла ситуация, которую необходимо рассмотреть, показать и, скажем так, посмотреть решение вопроса. На днях я зашел в нашем городе в автосалон Аэлита, который представляет и продает автомобили Havail в нашем регионе. На площадке перед автосалоном большое пополнение автомобилей. Автомобили, которые вы видите, они находятся в свободной продаже. То есть пришла новая партия. Кроме того, что люди получили по заказам, по предзаказам свои автомобили. Кроме этого, есть еще в наличии свободный автомобиль, который можно прийти запросто купить по цене прайса, без каких-нибудь накруток, либо допов. И такое, к чему я это все говорю, просто полгода назад такая ситуация была, скажем так, выглядела сказочной, да, когда ты пришел и увидел перед автосалоном массу машин, которые можно приобрести. Мы тогда ждали. Да, и вот зашла новая партия автомобилей, появились новые владельцы. Друзья, я вас очень сильно поздравляю с этой покупкой. Желаю, чтобы автомобиль дарил радость, был надежный, никогда вас не подводил. Несмотря на то, что срок уже 6 месяцев и, казалось бы, какие-то эмоциональные всплески должны были уже за это время пройти, но нет, постоянно возникают какие-то ситуации, в которых этот автомобиль радует и дарит новые эмоции. В новой партии автомобилей я своим пытливым глазом заметил пару нюансов таких интересных. Они как бы незначительны, но тем не менее. Во-первых, цвет синий у этой партии отличается немножко по оттенку от предыдущего. Поэтому если для вас синий цвет принципиален, и вы видели раньше его, этот синий цвет, то обратите, пожалуйста, внимание, что он слегка изменился. Второй момент, это тоже на самом деле очень тяжело увидеть, но я такие моменты хорошо вижу. Отличается цвет покраски дисков. Новые диски чуть-чуть темнее. От моих я сравнивал. Кроме этого, сейчас уже стало доступно два вида решеток. Хромированная, как на моем автомобиле, и более серая. Нюанс лишь в том, что раньше решетка, как у меня, хромированная, шла по умолчанию. А сейчас за нее нужно доплачивать. В то время как серая решетка сейчас идет по умолчанию. Тоже эти моменты, если вы будете заказывать, имейте в виду. Итак, какая же полезная нагрузка будет от сегодняшнего ролика? Казалось бы, да, что можно о дворниках рассказывать. Просто поменял. Но есть нюансы. И как раз эти пару нюансов я хотел бы озвучить. Все время с момента покупки автомобиля, как я сказал, уже прошло 6 месяцев, щетки и резинки вели себя достаточно хорошо. Все вытирали, работали тихо, плавно. Но в последнее время щетки стали работать плохо. А именно, они дергались. Они не ходили плавно, как положено, ни по сухому стеклу, ни по мокрому, а вот так вот дергались. При этом, конечно же, поскрипывали. Но, безусловно, работа дворников некорректная. Да, у нас есть нюанс. Такой разъем присутствует только на нашем автомобиле. Вы не подберете дворники ни у одного производителя стороннего, потому что данный замок является уникальным. И отсюда есть два выхода. Первый выход – это поехать в сервисный центр и приобрести там новый комплект. Стоит недорого, я, правда, не знаю сколько. И второй вариант – просто заменить резинку. Я выбрал второй вариант – заменить резинку. Почему? Потому что это была суббота, мне нужно было срочно, шел дождь. В этот день сервисный центр не работает. Покажу поближе наш уникальный замок крепления. Точно такой же замок находится на
втором поколении автомобилей точно такой же замок на H9. Так просто вы не поднимете дворники, потому что будет нижняя часть упираться в капот. Поэтому существует сервисное положение для такого случая. Для того, чтобы привести дворники в сервисное положение, существует два способа. Первый – это тупой, и второй – умный. Подняв дворник, просто в этот момент заглушил машину. Все, дворники остались в сервисном положении. И правильный вариант. На заглушенной машине, но с включенным зажиганием, необходимо рычажок перевести на себя и удерживать 3 секунды. Вот они поднялись. Чтобы их вернуть назад, необходимо просто нажать на кнопку запуска двигателя старт-стоп. Даже не запуская двигатель. Все, они вернулись. Значит, снимаю здесь кнопочка, нажимаю ее, просто поднимаю вверх, вытягиваем. И таким образом имеем вот такой вот уникальный замок. Надеюсь, понятно. Он никак не меняется здесь, я смотрел, но вряд ли можно подобрать. В чем состоит нюанс? Значит, была заменена резинка. Мастер, который производил замену, достаточно добрый, щедрый человек, и он по максимуму вот здесь вот отрезал с правого и с левого края, сделал максимально длинную резинку. Когда мы ее установили, то получился изгиб, и фактически верхняя часть дворника не работала. То есть получился вот такой вот загиб, и она не плотно прилегала, резинка не плотно прилегала к стеклу. Такой у него, несмотря на то, что он устанавливал уже миллион раз подобные резинки, но был в замешательстве. Опытным путем мы вместе, значит, пришли к тому, что необходимо с этой стороны резинку подрезать так, как это было в оригинале. Вот подрезав сюда сантиметр, резинка приняла свое нормальное рабочее положение и плотно прилегает к стеклу. Таким образом, маленький, но лайфхак для тех, кто будет менять резинки. Учтите этот момент. Да, хорошо, когда возникающий вопрос можно решить быстро и небольшими усилиями. Но, например, кроме этого, есть еще один вопрос, который пока еще не решен и идет бонусом к этому ролику. Оказывается, с наступлением холодов люди обнаружили следующую вещь. При включении обогрева задних сидений, у нас там, как вы помните, 3 места, ну фактически 2 места, спинка, сидушка, спинка, сидушка. Так вот, при включении обогрева, значит, греет сидушка левая и спинка правая. При включении второй кнопки греет сидушка здесь и спинка здесь. То есть, ну, грубо говоря, два провода где-то перепутали. Буквально завтра ребята поедут на сервисный центр и будут смотреть со специалистами, как можно решить данный вопрос. Я, конечно же, информирую вас. И насколько нам удалось выяснить, общаясь в сообществе, что это присуще абсолютно всем автомобилям. Многие владельцы в эксплуатации автомобиля этого не замечали, пока не узнали, что надо конкретно попробовать, что греет.